Я вас категорически приветствую, фаны и фанатки Человека-паука, и сегодня я поведу вам про новую часть про Человека-паука. Но перед этим подпишитесь на мой Twitch канал, Telegram, ну и конечно же YouTube, поставьте лайк и мы начинаем. Вот оно, новое детище инсомников, графика, геймплей и сюжет на высшем уровне. Извиняюсь, не та кассета. Выход игры состоялся 20 октября этого года, спустя 5 лет с первой части Marvel Spider-Man. За это время разработчики успели релизнуть несколько DLC и небольшой отдельный проект по Майлзу Моралесу. Но все мы ждали полноценного сиквела, и наконец-то это случилось. И я попытался в этом разобраться. Получилось ли у Insomniac Games перепрыгнуть планку, которую они поставили своей первой игрой про Человека-паука, которая получила звание лучшей игры про Человека-паука. В геймплее периодически создается ощущение, что разработчики пересмотрели фильмы Майкла Бэя при работе над эффектностью. Давайте вспомним, как начиналась первая часть. Мы летели за полицейской колонной к небоскребу Уилсона Фиска, чтобы арестовать криминального авторитета. При этом львиную долю времени боролись с его шестерками внутри башни. Скучно. В Майлзе Моралесе это чуть-чуть исправили. Теперь мы вместе с Питером Паркером охотились на расферепшего носорога, громившего окраины Манхэттена, и какой-то торговый центр. Эпика стала чуть больше, но основная битва все равно проходила в каком-то захолустье. Чем нас встречает вторая часть? Огромным песочным человеком с бесчисленным количеством клонов посреди города. Больше никаких боссов-вертолетов, у нас тут гигачат. Ё-моё! Если вы играли в предыдущие части, то влиться в новую игру сможете без каких-либо проблем. Боевая система потерпела минимальные изменения, которые в большинстве своем связаны с перераспределением доступных навыков. Некоторые из них придется открывать заново, или уникальными способностями героев. К примеру, Майлз теперь умеет не только бить врагов биоэлектричеством, но и косплеить Зевса, поражая их молниями. Паркеру такие приемы недоступны, но в критический момент из его спины вырастают металлические руки, которыми можно быстро отправить в нокаут одного или двух противников. В остальном механика боев осталась все та же. Удар, уклонение, оплести врага паутиной и приклеить к ближайшему зданию или земле. При заполнении определенной шкалы можно как восполнить запас здоровья, так и гарантированно отправить в нокаут большинство противников. Также несколько изменились девайсы пауков. К примеру, разработчики отказались от ударной паутины, которая была слишком имбалансной. Вместо нее теперь ловушка, стягивающая врагов к одной точке. Разумеется, все навыки и гаджеты можно прокачивать, как и раньше. Точно таким же остался и стелс. Мы подкрадываемся к противнику, а затем либо подвешиваем его, либо вырубаем особым ударом. Мы все так же ползаем где-то выше голов злодеев и по одному их вырубаем. Теперь есть возможность натянуть паутину под потолком и спокойно ползать по ней, пока враги не понимают, куда пропадают их союзники. Такая же механика, кстати, была в Бэтмене. Разработчики заметно переработали геймплей в гражданских сегментах. Опять же, вспомним самую первую часть. Все разы за исключением двух случаев, один из них DLC. Мы максимум ходили по приюту или лаборатории, общались с тетей Мэй или Октавиусом, и все. В сиквеле картина совершенно иная. Почти им каждое третье задание, неважно за Майлза или за Питера, проходит без костюма, и это именно то, чего так не хватало в предыдущей части. Перед нами не могучий супергерой, который сбивает на все свои дела, чтобы полетать посреди небоскребов. Теперь перед нами два самых обычных парня, которые видятся с друзьями, пытаются строить отношения, ходят на работу или учатся, и лишь после всего этого борются с суперзлодеями. Над разнообразием таких заданий Insomniac Games поработала на славу. Есть у нас тут и прогулка на велосипеде, и попытка выкрасть из школы флешку с докладом, а насколько великолепно получился эпизод на Кони-Айленд, где Паркер вместе с МД и Гарри Осборном катаются на аттракционах. А вот что будет дальше, рассказывать не буду, чтобы не портить впечатление от прохождения. В игре полно костюмов, отсылки на комиксы, прошлые части, что на Питера, что и на Майлза. Также к этому всему добавили реколоры, которые также можно крафтить. Костюмы, которые давали по предзаказу, полный шлак, не смотрится и выглядит очень скучно. Кому интересен Шут-паук, либо Power Ranger, кроме как Рофл. Но некоторые реколоры достойны своего внимания, отсылки на комикс, как Майлз косплеил Питера с своей расцветкой и тому подобные моменты. Одна из главных проблем сиквела — модели персонажей. Дело даже не в обновленных лицах, а в анимации. Почему Рио Моралес напоминает пластиковую куклу? Да и Паркер не лучше. Геймплей тоже вопрос. К примеру, есть много мини-игр, баскетбол, езда на велосипеде, скрытное прохождение, привет Мэри Джейн. По задумке они должны отвлечь от безостановочного экшена, дать передохнуть героям и игрокам, а заодно углубить драму, и это работает. Во время мини-игр раскрывается отношение Питера и Гарри, а от флешбеков на глазах наворачиваются слезы. Ну как же скучно швырять мячи в корзину и крутить педаль на неотзывчивом велике. Но это стоит перетерпеть из-за истории, которую рассказывает игра. Если в первом Спайдермене вы сходили с ума от зачистки баз и войны с уличными преступниками, то у меня плохие новости. Однотипных заданий стало больше, вооруженный недотеп по-прежнему грабит инкассаторов и угоняет тачки, а на крышах полно крутых гангстеров, которые ожидают паука. И не забудьте о гнездах симбиотов, воспоминаниях песочного человека, секретах Мистерио, тайниках охотников, сфотографировать достопримечательности. Некоторые активности веселые, другие душные. Если хотите получить много костюмов, защищать придется все. Впрочем, ругать Человека-паука 2 не хочется. Причина в невероятных механиках и эмоциях от прохождения. Нью-Йорк! Если бы любимый город и впрямь мог спать спокойно. Залитые мягким солнечным светом улочки, величественные небоскребы, ни на секунду не умолкающий Таймс-сквер,
Великолепие города не способно скрыть даже песчаная буря, обрушившаяся на мегаполис по вине одного из злодеев. Город стал гораздо больше. Теперь помимо Манхэттена для исследования открыты Бруклин и Квинс. Кому-то такое нововведение может не понравиться, особенно если учесть, что первые часы мы проведем преимущественно в них. Тут практически нет небоскребов, высотки заменили на небольшие 5-6-этажные домики, между которыми летать на паутине получается уже не столь эффектно. Но это позволило Insomniac Games добавить в игру определенного колорита. К примеру, в Marvel Spider-Man 2 есть район под названием Маленькая Одесса, аналог реально существующего Брайтон-Бич, где живут выходцы из стран бывшего СССР. Но в то же время у меня появился вопрос, почему нельзя было заплатить нормальным переводчикам, а не пытаться справиться с помощью Google переводчиков. Иногда хочется смеяться в голосину в виде питейное заведение под названием бара или пекарни, где покупатели предлагают каравай. Впрочем, это скорее исключение из правил, и пролетая мимо на паутине, даже не обращаешь внимания на такие мелочи. Специально перед второй частью я заново прошел оригинальную игру, а также Майлза Моралеса, чтобы впечатления от сиквела были максимально объективными. Видно, что разработчики учли даже незначительные замечания геймеров. Например, внутри небоскребов стало гораздо меньше пустых комнат, теперь там сидят клерки и периодически крутят головой или клацают по клавиатуре. Проблему, конечно, решили, но все же не до конца. Небоскребные болванчики, в отличие от пешеходов, никак не реагируют на появление супергероя за стеклом, ни рукой не помашут, ни фото не сделают. Но все эти незначительные огрехи совсем не мешают выглядеть игре великолепно. Я играл в режиме качества с трассировкой лучей, в разрешении 4К и с прочими плюшками. И буквально не убирал руку с кнопки сделать скриншот. Marvel Spider-Man 2 стал гораздо кинематографичнее своих предшественниц. При этом я не могу сказать, что в режиме разрешения картинка становится сильно хуже. Рассказывая вам о сюжете, я рискую сильно углубиться в спойлеры, поэтому постараюсь максимально аккуратно рассказать эту часть. К тому же наиграть я успел лишь 9 часов, а кампания даже не думает заканчиваться. Итак, после финала Майлза Моралеса прошел небольшой промежуток времени. Паркер и МJ прилетели из Европы, и Питер устроился учителем в школу. Майлз тем временем готовится к поступлению и все никак не может закончить свое эссе с объяснением, почему именно он должен стать студентом академии. Жизнь идет своим чередом. В один из дней в город возвращается Флинт Марко, песочный человек. Пауки останавливают злодея, но тот все время твердит, что кто-то ведет на него охоту. Паркер и Моралес начинают разбираться в ситуации и приходят к заключению, что кто-то ведет охоту на суперзлодеев. Но с какой целью, пока не ясно. Мини-здания тоже никуда не делись, но они так и остались на уровне побег преступников или «Останови машину». Хотя порой, должен признать, встречаются довольно интересные квесты от старых друзей. Когда начинаешь играть, понимаешь, что герои заметно повзрослели и выражаются даже не по внешности, а в характере и поступках. Питер делает определенные успехи, выстраивая отношения со своей девушкой. Майлз научился сохранять баланс между близкими, школой и обязанностями супергероя. Да, персонажи все так же пытаются шутить в каждой тяжелой ситуации. Но чувствуешь огромную разницу между характерами в прошлых играх и сиквеле. По ходу сюжета вы встретите много суперзлодеев, которые появились в оригинальной игре. Кто-то из них не изменился совсем, а кто-то заметно преобразовался как внешне, так и внутренне. Должен сказать, что обычно в подобных приключенческих играх сюжет зачастую отводится на второй план, уступая место геймплея. Но Marvel Spider-Man не только не разочаровывает, но и не дает заскучать. Ты все время пытаешься угадать, что будет дальше, как поступит герой в той или иной ситуации. Если вы ждали продолжения истории про Паучка, то она перед вами. Это не DLC, не аддон, а полноценная игра, которая ощущается как самостоятельный проект. Единственное, что вас может отпугнуть, это цена. Даже с учетом турецкого региона, новинка обошлась примерно в 5600 за Digital Deluxe Edition, а еще плюшки за предзаказ оказались посредственными. Которые того вовсе не стоит, только ради какой-никакой коллекции и все. Всецелая игра стоит того, чтобы пройти ее. Она даст незабываемые эмоции, которые, скорее всего, вы не испытывали огромное количество времени. Она затягивает и дает огромный спектр эмоций, от радости до легкой меланхолии. Так что Пауку я поставил 9 из 10, снял балл за качество лиц, потому что они выглядят пластиково по сравнению с прошлыми частями. Ну и, конечно же, глупые задачи по типу баскетбола. А в остальном игра смотрится очень круто, и я получил те впечатления, что и ожидал. Вот и подошел к концу данного видеообзора. Не забываем подписываться на мои социальные сети, все есть в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь. Всего хорошего. Пока.